Привет, друзья! Сегодня у нас горячие новости из Германии, от реформ социальных пособий до роста популярности альтернативы для Германии среди рабочих. Я разберу и то, как Европейский Союз отвечает Соединенным Штатам Америки в торговой войне и какие перемены ждут Deutsche Bahn с аккумуляторными поездами. А еще вы услышите о том, как канцлер Фридрих Мерц обещает списать долги городам и почему Роберт Хабек уходит из политики. Все эти события напрямую влияют на будущее Германии и Европы, поэтому давайте разбираться вместе. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски. Здесь всегда самое важное и интересно за последние часы. Итак, Фридрих Мерц – это не просто политик, а настоящий профессионал с многогранным опытом, который привел его к вершине власти. Вот основные этапы его карьеры. Очень кратко предыстория. После окончания школы в 1975 году он прошел службу в армии, затем изучал право и государственные науки в университетах Бонна и Марбурга. В 1982 году он успешно сдал первый государственный юридический экзамен, а в 1985 второй, получив полные юридические квалификации. Сразу после этого он некоторое время работал судьей в Саарбрюкене. С 1986 года Мерц работает адвокатом. Он стал партнером крупной международной юридической фирмы Майер & Брауэр, где специализировался на вопросах слияния и финансовых сделок. Эту юридическую деятельность он никогда не оставлял, что, по его словам, сохраняло его профессиональную независимость. В 1989 году началась его политическая карьера. Мерц стал депутатом Европарламента, а с 1994 года постоянным представителем в Бундестаге. С 2000 по 2002 год он возглавлял объединенную фракцию партии ХДС и ХСС в парламенте. После ухода из политики в 2009 году он продолжил деятельность в бизнесе, в том числе возглавлял надзорный совет немецкого подразделения крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock. Оттуда он вернулся к активной политике в 2021 году, а в 2025 стал канцлером Германии. Итак, Мерц – это сочетание юриста, бизнесмена, парламентария и государственного лидера, человек с опытом, полученным как в судах, так и в международных конференц-залах. И сразу же свежая новость о социальных пособиях в Германии. На партийном съезде Христианско-демократического союза ХДС в Федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, внимание, что современное социальное устройство слишком дорого обходится государству. Цитата: «Мы живем уже много лет непосредством». Он назвал эту ситуацию эпохальным переломом и подчеркнул, что эпоха, ассоциирующаяся с бывшей Боннской республикой, безвозвратно уходит в прошлое. Чтобы сохранить устойчивость социальной системы и дать шанс молодому поколению, по его словам, потребуются сложные и, возможно, непростые реформы, особенно в области Бюргергельд, это пособие по безработице. Мерц также подчеркнул, что государственные расходы не могут расти бесконечно, и настало время осознанных изменений. По его мнению, каждому федеральному правительству, землям и муниципалитетам предстоит совместно выстроить новую финансовую модель, при этом обещав, что бюджетные тяжелые решения, хоть и непростые, необходимы. Он выразил готовность идти этим трудным путем, несмотря на сопротивление. Своими заявлениями Мерц еще раз продемонстрировал решительность модернизировать социальную систему, ориентируясь на будущее, а не удерживая равновесие на фоне старых рамок. А дальше интересная новость о политике в Германии. Исследование Süddeutsche Zeitung показывает, в таких землях, как Бранденбург, Саксония и Тюрингия, почти половина рабочих отдает голос, внимание, партии «Альтернатива для Германии», больше, чем любой другой. Социологи объясняют это внутренним конфликтом. Представители рабочего класса считают, что они всю жизнь работали и платили налоги, а новоприбывшие получают все легко и бесплатно. При этом государство, как им кажется, недостаточно инвестирует в инфраструктуру и регионы. В промышленных округах, таких как Вольсбург, Людвигсхафен и Ингольштадт, рост популярности альтернативы для Германии особенно заметен. Экономический спад и опасения снижения социального статуса вызывают у многих серьезное беспокойство. Неработающие заводы, города, где закрываются предприятия – все это усиливает ощущение недостаточной поддержки со стороны государства. Социолог Илья Дёре отмечает, рабочие чувствуют, что они не говорят вслух, они обижены и ощущают потерю достоинства, что во многом объясняет их поддержку более популистских и националистически настроенных партий. Проблема носит не только экономический, но и культурный характер. Ее игнорирование может привести к дальнейшей поляризации общества. И это еще не все. Вот новости продолжения торговой войны Соединенных Штатов Америки.
Европейский Союз намерен отменить таможенные пошлины на промышленные и сельскохозяйственные товары из Соединенных Штатов Америки. Это ключевой шаг в реализации достигнутых договоренностей с Соединенными Штатами, согласно которой американские инициативы снижения пошлин на европейские автомобили до 15% вместо ранее угрожавших 27,5%. Комиссия Европейского Союза уже представила проект, согласно которому все пошлины на американские товары составят 0%. Это условие со стороны Европейского Союза, и его реализация – это уверенный ответ на торговую инициативу Вашингтона. Однако с американской стороны пока ждать шагов не стоит, власти еще не приступили к снижению пошлин, что создает ту напряженность. Евродепутаты выражают обеспокоенность, они предупреждают о дисбалансе. Европейский Союз выполняет свои условия, а Соединенные Штаты Америки не спешат выполнять ответные. Они требуют защитных механизмов, чтобы будущие отмены пошлин были временными, а не постоянными. И появилась интересная новость. В Германии центральное депо Deutsche Bahn в Эрфурте готовится к новому этапу. Внимание! Уже с декабря 2028 года здесь начнется обслуживание аккумуляторных поездов, которые поступят на линию региональных перевозок в центральной части Тюрингии, объявила представитель компании. Для этого потребуется серьезное обновление инфраструктуры. В депо планируется построить навес, открытый такой стенд длиной около 140 метров, где будут проводиться технические работы и зарядка батарей. В настоящее время в депо обслуживается 51 пригородный поезд по 3 типам, что позволяет повысить квалификацию около 100 сотрудников. И предыстория. Депо начало работать в 1925 году как ремонтная база для паровозов и со временем модернизировалась, оставаясь ключевым объектом обслуживания регионального подвижного состава. Сейчас ареал охвата включает линии с наклонно-техническими поездами и дизельными маршрутами, например, между Эрфуртом и Гера, а также Эрфуртом и Нордхаузеном. Юбилей в 100 лет совпал с предстоящим переходом на технику будущего, то есть аккумуляторные поезда. Это не просто дань техническому прогрессу, но важный шаг к экологичному транспорту и энергоэффективности. А дальше важная новость Германии. Перед предстоящими муниципальными выборами в самой населенной земле, это Северном Рейне-Вестфалии, федеральное руководство и правительство земли сделало важное обещание. Оно пообещало помочь финансово обремененным городам и общинам. Канцлер Фридрих Мерц объявил, что с начала 2026 года вступит в силу закон, предусматривающий списание части старых долгов муниципалитетам. Он признал, федеральное правительство слишком часто перекладывало социальные расходы на города, не предоставляя им достаточных средств, и назвал новое законодательство малым вкладом в решение проблемы. При этом он подчеркнул, что экономить все равно нужно, и заявил о необходимости реформы социальной системы вновь. Премьер-министр земли Хендрик Вюст назвал это решение историческим, а оно поможет вернуть муниципалитетам способность действовать. Он также гарантировал, что Северный Рейн-Вестфалия направит большую часть средств из федерального фонда на инфраструктурные проекты и климатическую нейтральность непосредственно в местные бюджеты. Обе инициативы отражают стремление укрепить муниципальную власть и финансовую устойчивость, особенно в преддверии выборов, когда общество ожидает конкретных решений и поддержки. И, внимание, еще одна интересная новость с историей о поиске работы. Бывший федеральный вице-канцлер и лидер «Зеленых» Роберт Хабек объявил, что с 1 сентября сложит свой депутатский мандат в Бундестаге. Он принял это решение после многих месяцев раздумий и коллективно закрытых спекуляций о своем будущем. Хабек отметил, что ему нужен перерыв от жестких рамок берлинской политики. Он больше не хочет просто блуждать по парламентским коридорам, как наблюдатель, вспоминая прежний статус участия в правительстве. В интервью он пояснил, что стремится к смене перспективы, готов к новому этапу жизни и планирует следующий год посвятить международной академической и исследовательской деятельности. В частности, он уже заключил договоренности с датским институтом в Копенгагене и университетом в Калифорнии. Это не означает ухода из политического дискурса. Он намерен оставаться активным как мыслителем и комментатором. На место Хабека ближе к концу года в Бундестаг по списку партии войдет 26-летняя Майра Вриезима из Шлезвиг-Гольштейна. Реакции в партии были теплые и благодарными. Лидер фракции отметила, что Хабек оставил заметный след в партии и сыграл большую роль в развитии климатической и экономической политики страны. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.